Друзья, привет! Продолжаем прогулку по Большому проспекту. Находимся на площади Льва Толстого, некогда Архиерейская площадь. Ну и нас ждут на 220 метрах сразу 10 шедевров модерна, эклектики и неоренессанса. Каждый из них неповторим. Такой концентрации красоты в Петербурге на одном крошечном участке я больше не знаю, друзья. Идем смотреть хвост Большого проспекта Петроградской стороны от площади Льва Толстого до набережной Карповки. Немножко истории. До 1909 года Большой проспект вливался в площадь Льва Толстого. Вот у нас там, получается, Большой проспект заканчивается, куда машины направо поворачивают. Ну и все, проспект заканчивался, упирался в Каменноостровский и хватит. Ну и до той поры, пока гражданский инженер Константин Розенштейн не предложил проект его продолжения. Дерзкий и уникальный. Линия хвоста Большого проспекта сильно искривлена. На мой взгляд, авторы справились с задачей блестяще. Сейчас поставлю фотографии, как было до и как стало после. Ну и начало пути. Это нас сразу встречает дом Розенштейна. Первый, самый известный во всем ансамбле собственный доходный дом Константина Исаевича. Он взял на себя инженерные задачи, а отделку фасадов доверил Андрею Белогруду. Дом похож на английский замок. Невероятно удачное сочетание готики и палладианства. Башни одинаковые по форме, но разные по содержанию. На левой изображен зодиакальный круг. До революции закладной на дом владел Семен Минакер. Как ни странно, дед Андрея Миронова. Не знаю, совпадение это или осознанный выбор, но с 90-х годов здесь расположен театр «Русская антиприза» в честь великого актера. Прелесть этого дома в деталях. Окна, балконы, консоли, эркеры. Вот здесь. А вот там левее, где остановка автобусная, портал во двор. Внутреннее оснащение дома не уступало его живописности. Так в квартирах были газовые плиты, утопленные в пол ванны, калориферы для сушки полотенец, встроенные шкафы. Ну и дом с башнями особенно красив в вечернее время с подсветкой. Так, второй дом Розенштейна тоже возводил Белогруд. На сей раз в стиле неоренессанс. Темный гранит. Полуколонны на 3 этажа. Статую на вершине дома специалисты определяют как Диониса и Венеру. Источником для вдохновения, скорее всего, послужили скульптуры на крыше Зимнего дворца. Не менее замечательные барельефы, кстати, между 5-м и 6-м этажами. Ну и вот вам детали первых этажей. Вот они, оба красавца. Следующий дом Соколовского. Совсем другой, в отличие от владения Розенштейна, изящный арт-нуво от архитектора Сергея Карвин-Круковского, а принадлежал дом инженеру-технологу Соколовскому. Центральная часть чуть утоплена в пространстве участка, повторяя изгиб дороги. Получился такой мини-курданьер. Левый и правый фасад дома отличаются. Вот мы тут по эркерам можем видеть. Много лет дом Соколовского был расселен на капремонты, а в 2003 году вновь открыт. Ну вот мне интересно, вернулись ли
в него прежние жители. Если кто-то знает, откликнитесь в комментариях, пожалуйста. А мы идем дальше по дуге Большого проспекта. Следующий доходный дом Гончарова и Родионова. Последний — это военный инженер по специальности. Разработал проект вместе с Константином Розенштейном. Снова модерн. Здесь на первом этаже замечательное кафе, музыка, кофе и вина. Ну и мы уже дошли до конца. Здесь у нас последний по правую руку дом. Рядом с владением инженера Родионова дом Барановской. Антонина Дмитриевна, жена известного промышленника и разработчика артиллерийских вооружений Петра Барановского. Именно он вложился в строительство доходного дома, а оформил его на жену. Дом Барановской занимает огромный участок между мостом Большого проспекта Петропавловской и Петропавловской улицей. Ну и набережной Карповки. Автор проекта Василий Вейс. В справочниках указано как модерн, но, как по мне, это больше похоже на необарокко с элементами модерна. Оформление башен, окон на последнем этаже в щипцах. Но получается опять эклектика. Ну вот если обратите внимание на первый этаж, то отделка совпадает со всеми зданиями в этом ряду. Кстати, до конца 90-х годов на вершине щипца, по-моему, этого или... Ну, собственно, восседал орел, подобный собрату на доме компании Зингер. Один и тот же скульптор Артемий Обер. Потом орла забрали на реставрацию, и он пропал в жилищном агентстве Петроградского района. И еще в 2012 году скульптору решили скульпторы восстановить по чертежам, но что-то у нас орла так никто и не видел. Так, давайте быстренько дальше. Большого проспекта Петроградской стороны. У вас с нашей стороны. Давайте, ладно, перебежим. Я выхожу из дома. Оп-оп. Люди под ноги даже не смотрят. Ну и мы, получается, сейчас стояли, а сейчас будем наблюдать на дом Дальберга и Кохенфера. Дом на углу набережной Карповки Большого проспекта самый примечательный. Ведущий эксперт по архитектуре модерна Борис Михайлович Кириков так описывал фасад этого дома. Давайте даже я еще перебегу, чтобы лучше его разглядеть. Большое видится на расстоянии, как говорится. По Карповке, кстати, мы гуляли. Ссылочка будет прикреплена. Так вот, что писал Кириков. Широкие щипцы изломанного абриса, высокие эркеры, выделенные гладкими поверхностями на офактуренной стене, красно-кирпичная облицовка первого этажа и неглубокий открытый дворик, мини-крудоньер, наделяет его высокой пластичностью, отвечающей роли здания в окружающем пространстве. На секундочку. Щипец. Зачем так? Вот сейчас, не знаю, если будет видно, щипец на вершине украшает рокарель.
Этот элемент декора в виде морской раковины. Здесь мы видим перспективу со стороны Петропавловского моста, на котором мы стояли. Ну и движемся в обратную сторону по нечетной стороне, получается. Ну и вот по правую руку серенькое здание, дом Дидерихса. Это работа 2 метров модерна Алексея Бубаря и Николая Васильева. По проекту Бубаря это и должен был быть чистый модерн, но заказчик не одобрил. В итоге пришлось Васильеву переделывать под классику в более строгих формах. Только граненая форма эркеров, любимая у Алексея Федоровича, напоминает о модерне. Дом принадлежал тестю Бубаря, владельцу фабрики музыкальных инструментов, а именно фортепиано, Роберту Дидерихсу. О чем, кстати, свидетельствует барельеф с его инициалами на эркерах. Там РД латинскими, английскими. И на капителях не просто орнамент, а барельефы некой дамы. И как изюминка на фризе мордочки льва. Ну и некогда в парадной был геральдический витраж. Не знаю, он сейчас существует или нет. Кто знает, отпишитесь, пожалуйста. Следующий дом Ганцкевича. Снова неоклассика. Доходный дом гражданского инженера Евгения Ганцкевича. Проект он делал в паре с Андреем Белогрудом. Как видите, на всем участке здесь компания своих да наших. Белогруд сам жил здесь после постройки дома в 1904 году, вплоть до 1933. Давайте следующему перебегаем. Доходный дом и лечебница доктора Кальмейера. Самый блистательный дом на этой стороне, я считаю, чистый неоренессанс от архитектора Нидермейера. Монументальный фасад. Поделен на 3 яруса. Застекленная аркада и приземистая колоннада внизу. 3 средних этажа объединены пилястрами и декорированы разнообразными сандриками и скульптурными рельефами. Домовладелец, доктор медицины Бруно Кальмейер совместил 2 в одном. С 3 по 5 этажи квартиры в аренду, а на первых 2 клиника. В советские годы здесь был госпиталь, а затем институт скорой помощи. Детали фасада, конечно, тоже заставляют присматриваться. Ну вот мы и добрались до последнего шедевра доходного дома владельца аптеки Мейзеля, архитектор Дмитрий Крыжановский. Мэтр модерна здесь явно поскромничал. Возможно, после покупки дорогого участка на отделку у заказчика не хватило денег. Возможно, другая причина. Но, на мой взгляд, оно и к лучшему. Хороший контраст с домами Розенштейна напротив. Ну что, основные достопримечательности Большого проспекта были в прошлой прогулке.
ссылка в описании. Ну а вот так бегленько по задворкам, по той части Большого проспекта, которая практически малолюдна. Здесь только ходят люди, которые работают уже на Аптекарском острове. Ну а что? А сейчас чуть-чуть еще притемнеет и включится подсветка. Будет вообще шик-блеск. Друзья, спасибо, что со мной. Спасибо, что подписываетесь. Ставите лайки. Там все эти колокольчики, все эти истории. Это очень помогает каналу развиваться. Я вам благодарен. Поэтому лайки, подписка. Всего доброго.